Уважаемые коллеги, я хотела бы немножечко рассказать про ФАПы, которые входят в состав лечебно-профилактических учреждений, особенно амбулаторного звена, и их влияние на работу наших учреждений. Вот в нашем Центре общей врачебной семейной практики обслуживается 19 тысяч населения. Мы состоим из 8 амбулаторий и 14 ФАПов. ФАПы после того, как были выведены из программы ОМС, которая финансировалась по посещениям, стали непосильной ношей для лечебного учреждения. И таких лечебных учреждений много. Это те лечебные учреждения, особенно находящиеся в сельской местности, которые имеют небольшое прикрепленное население, но развитую сеть вот именно фельдшерско-акушерских пунктов. Если раньше ФАПы у нас финансировались по посещениям, сколько сделает посещений фельдшер, ФАПы ввели подушевой норматив. После чего, значит, наши лечебные учреждения стали постоянно находиться в кредиторской задолженности. И происходит это потому, что зарплата фельдшеров ФАПов, она очень высокая, но, вернее, относительно высокая, потому что все это люди с категориями, с длительным стажем, и поэтому получают хорошую заработную плату. Вот 14 ФАПов, которые находятся в нашем лечебном учреждении, в год, значит, на заработную плату имеется около 12 миллионов тратится. То же самое и на содержание этих ФАПов. Особенно тех ФАПов, которые модульные, которые построили в последнее время. И эти ФАПы отапливаются на электричестве, работают на электричестве. И в год их содержания примерно 300 тысяч. Поэтому, значит, имея вот этот вот весь груз, так скажем, заработной платы фельдшеров ФАП, содержание этих ФАПов приводит к тому, что в год мы тратим более 12 миллионов на вот эти вот позиции. Если бы они оставались в амбулаторном звене, то есть в ОМС учреждение бы могло на эти 12 миллионов, в общем-то, жить очень хорошо. Мы говорили неоднократно об этом и со страховыми компаниями, с ФОМСом, и пытались донести это до Министерства здравоохранения Московской области, потому что при большом подушевом нормативе это не так сказывается на финансовом положении лечебного учреждения, а при маленьких, таких вот, как у нас, в пределах 20 тысяч, это очень большая нагрузка. Значит, мы хотели бы и неоднократно просили о том, чтобы ФАПы вывели из подушевого норматива и финансировали их, значит, исходя из тех посещений, которые делают наши фельдшера. То есть финансирование было бы так же, как узких специалистов, по посещениям и по вращениям, а не в подушевом нормативе. И мое мнение, что содержание ФАПов все-таки должно быть передано на муниципальный уровень, хотя бы какая-то частица этого, потому что ФАПы, как правило, все старые, не ремонтированы очень долго, и, естественно, они требуют постоянного вложения материальных средств для того, чтобы поддерживать эти ФАПы. Плюс в настоящий момент сейчас вновь, значит, так скажем, поддерживая политику нашу,
начинается строительство еще двух, вот, допустим, ФАПов у нас. Поэтому это еще больше приведет к тому, что мы будем находиться в очень тяжелом материальном положении. Еще хотелось бы сказать пару слов о том, что ФАПы нужно компьютеризировать, то есть их подключить нужно просто необходимо в систему ЕМИАС для того, чтобы подавать эти услуги в системе, иначе оплата не будет проходить по услугам. Но лечебные учреждения сами эту ношу не потянут, поэтому это должно быть централизовано. Подключение, должна быть централизованная поставка оборудования для того, чтобы могли оснастить рабочее место фельдшера. Ну и, конечно, должна быть учеба, потому что, как мы понимаем, фельдшера этих ФАПов – это уже люди возрастные, им очень сложно сразу включиться вот в эту работу. Ну и, наверное, в последнее время на фельдшеров очень мало обращают внимания, даже вот судя по тому, что с ними не проводится ни конференции, никаких занятий. То есть они отстают у нас, они варятся в собственном соку, и только раз в 5 лет они повышают вот свою квалификацию, проходя сертификационные циклы. Но этого очень мало. А нагрузка на лечебных учреждениях сейчас такая большая, что врачам, которым прикреплены эти ФАПы, им просто некогда заниматься вот этой вот учебой. Поэтому я считаю, что нужно возобновить обязательно, как раньше были ежемесячные, ну или хотя бы раз в квартал конференции именно для фельдшеров ФАПов, и для того, чтобы они могли получать знания, знали новейшие технологии и могли квалифицированно оказывать помощь населению. Потому что их помощь, она, в общем-то, нужна и очень сильно помогает врачам первичного звена. Ну вот, такие бы пожелания хотелось мне высказать вот в разрезе наших сельских лечебных учреждений и участковых больниц.